Добрый день, друзья! Я вам все время обещаю рассказывать продолжение историй о своих цветах, которые я вам показываю, когда покупаю. Вот сегодня одна из таких историй. Поставила вам 3 цветочка, и 4-й, он стоит сейчас на заднем плане, мы его с вами уже посадим, тоже о нем расскажу. Значит, Red Neo, Zora и парфюмерная фабрика Diffusion, по-моему. Я эти 3 цветка покупала все уценками. У кого-то были корни получше, у кого-то похуже. Я вам обещала, что если буду разбирать, я вам покажу. Но не смогла снять один из роликов про Red Neo, разобрала его, просто уже покажу результат. Все ссылочки, подсказки на видео, в котором я уже рассказывала об этих цветочках, я вам, как всегда, оставлю в правом верхнем углу экрана. Пришел помощник. Помощник. Тебе нравится, как пахнет цветочек? Да, он очень интересно пахнет. Все, ложись рядышком и не мешай. Ссылочки я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. Посмотрите, в каком состоянии они были куплены. И что я сейчас с ними сделала. Сейчас начнем с Red Neo. У него были самые плохие корни. Было очень много гнилых в горшочке корней. Поэтому я его разобрала, обработала Максимом. Я уже очень много раз показывала, как обрабатываю Максимом, поэтому не стала вам показывать. Не буду вам, вернее, показывать и рассказывать. Он распустил все свои бутончики. Очень хорошо пахнет. Запах с перчинкой, но приятный. Поставила его в водичку, пусть наращивает корни, потому что гнилюшек было очень много. Вот в таком сейчас состоянии. Отставляем. Zora. У него корни чуть-чуть получше. Правда, очень много в горшке зеленых водорослей. Есть гнилые корни. Вот они видны через горшок. Есть и хорошие корешки. Он пару цветочков сбросил, но нарастил новый бутончик. Жду его распуска, пересаживать пока не буду. Он ни тургор не теряет, прекрасно стоит на подоконнике и хорошо себя чувствует. Поэтому тоже пока с ним ничего делать не буду. А вот фабрика. С фабрикой, конечно, получился такой небольшая неприятность. Но неприятность, не зависящая от меня. Я вам уже говорила, что здесь было какое-то черное пятнышко. Давайте вот так. Вот так. Здесь было черное пятнышко. Я его намазала Максимом. Больше ничего с фабрикой не делала. Но она у меня стоит в зале на большой полке, где только искусственное освещение. И в большой этой комнате очень темно, ну просто очень темно. Я вам как-то ее показывала. Если выключить свет, там вообще нет на полке этого освещения никакого. И вот случилась такая беда, у нас была какая-то авария со светом, и практически 2 суток света не было. И большие взрослые цветы это выдержали. А фабрика, к сожалению, не очень хорошо к этому отнеслась. Она сбросила цветочки, и у нее было 2 бутончика. Вот один бутончик засох после того, как 2 суток не было света. Но второй бутончик распустился. Но она сбрасывает цветочки. И посмотрите, какая разница. Вот он распустился буквально вчера. Какой он темный и насыщенный. А эти уже цветочки старенькие. Вот так она немножко выгорает. Но от этого она не теряет своей привлекательности. Конечно же, не теряет своего аромата. Аромат у нее бесподобный. Описать его в словах невозможно. Она прекрасно растит новый листик. Корешки в
в хорошем состоянии. Я их недавно поливала, они такие зелененькие. Недавно, это значит вчера, поэтому они не просохли еще. Она растит маленький новый листик. Корни пока не раскуклились, но корни в хорошем состоянии. Я его вчера поливала, поэтому... Вот здесь даже наметилось уже какое-то раскукливание, но пока это очень маленькое такое, незаметное. Буду надеяться, что 2 суток без света она тоже переживет. И еще одна фабрика. Это фабрика Orange. Мы ее с вами разбирали, потому что у нее были в горшке грибы. Много было споров по этому поводу. Хорошие грибы, плохие грибы. У кого-то растут и 2 года с грибами. Да, только грибы бывают разные. Потому что у меня был плохой опыт с грибами в горшке, я ее разобрала, убрала все эти грибы, промыла, обработала Максимом и сразу вам говорила, что день, 2, 3, и она начнет растить корни. И как только она раскуклит корешки, мы ее сразу с вами посадим. Ну, в принципе, так и получилось. Она буквально через неделю от старых корней начала отращивать новые молодые корешки. Корешки появились везде. Вот маленькие-маленькие, прямо посреди корня наметились корешочки. Вот здесь глубоко в горшке есть корни. Здесь уже большие корешки есть, новые. И начала расти, сейчас, если будет видно, пару корней начали расти от шеи уже. Вот здесь один. Ну вот здесь под листиком тоже растет новый корешок. Я считаю, что эту можно уже посадить. Я, как и обещала, вот как задумала, так оно и получилось. Сказала, что перед Новым годом мы с вами ее посадим. Вот уже неделька осталась до Нового года. Я считаю, что ее можно посадить. Кстати, листик она тоже большой уже отрастила. Этот лист уже растет у меня. Правда, здесь есть какое-то повреждение, но первый лист, который отрастает после покупки, он может быть с какими-то повреждениями, потому что мы не знаем, чем там ее удобряли, поливали, стимулировали, гормоны или не гормоны. Может быть какие-то неровности в росте листика. Будет расти следующий листик, я думаю, что будет уже расти хороший листик. Так что мы ее сейчас посадим. Я взяла горшочек 1,6 литра, двойной горшок. Единственное, что есть немного сухих корней, сейчас я их просто обрежу. Хотела взять поднос, положить на подносик, как всегда я это делаю, но поднос у нас сейчас занят. Трогать мы кота не будем, пусть он лежит. Самое главное, чтобы не мешало, то он очень любит за кадром помяукать. Там очень громко, когда у него что-то отнимают. Поэтому просто положу на крышечку и покажу вам, что вот есть маленькие сухие корешочки. Вот такие малюсенькие. Вот такие корешки я просто уберу, они не нужны будут. И вот есть сухой корень, он тоже уже не живой. Сейчас я почти до живого его обрежу. Есть такой корешок. Он тоже не нужный. Вот видите, он совсем сухой. И виламент сухой там, и сам корень высох. Вполне возможно, что он начнет расти вот от серединки. Так, это у нас все обработано. В кашпо совсем не было заметно. Вот тоже маленькие корешки начали уже расти и проклевывать маленькие зелененькие корешочки. Ну, в общем, орхидея в активном росте корней. Поэтому давайте ее посадим. Так, вот нашла еще один плохой, малюсенький корешочек. Вот, сам отвалился. Все остальное можно посадить. Листики я убирать не буду. Можно подрезать немножко бывший цветонос.
Вот и все. Орхидея хорошо входит в такой горшок. Иногда вы мне пишете: ой, вы маленькую орхидею посадили в большой горшок. Ну, во-первых, горшок мы всегда выбираем по количеству корней, по объему корней. И как-то была посадка, орхидея сама маленькая, а горшок получился 2-литровый большой. Это только из-за того, что если бы я посадила в такой маленький, орхидея бы торчала вот так из горшка. Поэтому пришлось брать большой горшок. А этот горшок хорошо подходит и по объему корней, и по тому, как она посажена в самом горшке. Я даже люблю посадить чуть глубже, не досыпать керамзит, потому что орхидея все равно по мере роста отсушивает вот эти старые листики. И тогда, чтобы ствол не торчал вот так из горшка, можно досыпать керамзит. И такой посадки ей хватит на 2-3 года. Поэтому горшочек вот такой. Но корней... Как же вам показать-то? Но корней достаточно для такого горшка. И как всегда, самым простым способом засыпаю в горшок керамзит. Керамзит у меня влажный, промытый, горячий, хорошо горячей водой. Как всегда, все просто и легко. Засыпала все корешки керамзитом. Что получилось? Эти молодые корешочки чуть-чуть присыпаны керамзитом, остальные все корни в керамзите. Давайте посмотрим, что в горшке. Видны ли нам корни? Здесь виден небольшой корешок. И вот здесь виден корень. Вот на них при поливе и будем ориентироваться. Вы видели, что я сажала орхидею, у нее верх корней был сухой абсолютно, а внизу корни стояли в воде. Поэтому день-два я даю сейчас просушки. Керамзит был влажный, но не мокрый. Поэтому день-два просушки и буду поливать так же, как все свои орхидеи. Просохли корни, поливаю. Сливаю всю воду. Даю опять просохнуть корням. Теперь эту орхидею можно поливать с удобрением, так как она уже отцвела. Сейчас я ее буду поливать с удобрением большим содержанием азота или равным содержанием азота, фосфора и калия. Зацветет ли она у нас к весне, я не знаю, но все может быть. Надеюсь, что она примет мою посадку, как, впрочем, и все мои орхидеи, посаженные в керамзит. Но про эти орхидейки будет обязательно следующее видео, когда они раскуклят корни, когда мы будем с вами их пересаживать. Так что, если интересно, просто подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, и вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!